Ребят, всех приветствую на канале Твой Конфиг. Меня зовут, как обычно, Евгений, и сегодня снимаю вам обзор на Samsung Galaxy S21 Plus. Это флагман двухгодовалой давности. Не буду вам рассказывать про технические характеристики данного смартфона, этого всего полно в интернете. Просто покажу вам, как это все дело снимает. Сейчас себяшкинская камера Full HD, 60 кадров в секунду. Оптической стабилизации этой камеры нет, здесь только цифровая. Вот сейчас иду быстро. Как вам стаб? Нормально? Ну а теперь давайте посмотрим, как снимает основная камера. Запись основной камеры Full HD, 60 кадров в секунду. Оптическая стабилизация, основной объектив. Спускаюсь по лестнице, вот быстро, как она заставила, хорошо или нет. А теперь вот трехкратное приближение уточки. Как вам картинка? А можно сделать, кстати, как-то у меня до этого получилось десятикратку. Или опять же, этот же Full HD, 60 кадров, не прерываюсь, не ставлю на паузу, просто переключаю на широкоформатник. По-моему, стабилизация стала... Хотя нет, все равно поддергивает. А давайте посмотрим, как он будет снимать Full HD при 30 кадрах на основной объектив. 30 кадров Full HD. Ну, по-моему, разница заметна. Хотя, может быть, и нет. Будет видно на мониторе. Но, по-моему, видно, что рвет кадры. Не хватает. Перейдем к 4К. А это у нас 4К. Себяшкинская камера. 60 кадров в секунду. Вот вам картинка. По-моему, лучше, чем Full HD при 60 кадрах. Явно нет срывов по камере. Давайте же попробуем 30 кадров. 4К 30 кадров в секунду. По-моему, рвет, да? А при 60 кадрах было очень даже хорошо. 4К 60 кадров. Проверка автофокуса. Ну, вроде справляется, но через раз. И при этом, по-моему, Google Pixel 7 все это делал куда бодрее. Небо вроде как синее, такое, какое должно быть. А это себяшкинская камера 4К 60 кадров. Вроде неплохо. И стаб отрабатывает вроде плавненько, и в целом неплохо снимает. Что хотелось дополнить. Тест произвожу. Это у нас, считайте, уже вторая неделя ноября 2023 года. Стоит 13-й Android со всеми последними обновлениями на One UI 5.1. На вроде все работает хорошо, по Bluetooth отлично, звук хороший, качество приема сотовой связи LTE. Вроде претензий ни к чему нет. Wi-Fi 6 работает хорошо, скорость не режет. В целом смартфон неплохой, батарея 4800 мАh. Процик у него 888 Snapdragon. В последней версии Antutu 10.001 набирает 783 тысячи баллов. Ну, уже по сути как средние бюджетные смартфоны, которые сейчас выходят. Звук все это время писал на, естественно, микрофоны самого смартфона. Ничего редачить не буду. Выложу как есть. Потому что все это накрутки делать, красивые картинки, для кого это надо? Вам же надо... Или вы думаете, покупать этот смартфон или не покупать? Если для вас, конечно, важна фото-видеосъемка.
Недавно у меня выходил ролик про 12-й iPhone, но вот перешел опять на Android, и прям улыбка, честно. Все очень такое плавное, friendly user. Хотя, если честно, я не особо долюбливаю Samsung по той простой причине, что мне не нравится эта оболочка. Я фанат Pixel Experience. Что еще добавить? Да, наверное, больше добавить нечего. А, нет, есть чего. При батарее 4800 мАh заряжается, конечно, он мега долго. На мой взгляд, даже дольше, чем Pixel 7. Будут вопросы, покупать его или не покупать, или, может быть, на что-то не ответил, пишите. Расскажу, чем смогу. В общем, у меня, в принципе, очень положительные впечатления об этом Samsung. И даже думаю о том, что, может быть, S22 взять какую-нибудь американскую версию, операторскую, и сделать его полноценно рабочим. С вами был канал Твой Конфиг. Меня зовут Евгений. Всем пока. Фоточки в конце. Еще может так. Кинорежим. То есть могу вам показывать, что впереди. Иду в сторону дома. Если подвести итог, есть ли смысл покупать S21 Plus в 2023, может быть, 2024 году? Да, в принципе, смысл есть. Трубка еще актуальна. Android 14 на нее еще прилетит. One UI 6.0 тоже будет обновление. Всякого рода безопасности тоже идут. Единственное, что не покупайте его дороже, ну, если говорить про БУ, дороже 30 тысяч. И желательно покупайте версию либо европейскую, либо российскую РСТ. Лучше всего не покупать американскую или китайскую версию, потому что там возникнут танцы с бубном, придется шить, и будут проблемы с обновлением по воздуху, то есть надо будет каждый раз накатывать это все дело вручную. Я брал американскую версию операторскую в Verizon, и как бы, ну, потратил я там час времени, потому что просто тупо не знал тут как что. Samsung шить не приходилось, но разобрался, и все получилось. Так что, если кому-то очень хочется флагман, но нет денег, чтобы купить там S23, допустим, или Xiaomi 14 там за 60-80 косарей, то это имба. А если хорошенько поискать, то можно найти еще и S22 Plus. Вот. Полноценная версия рабочая RST, например, будет стоить порядка 45 тысяч рублей за версию 8.128. У меня версия 8.128, но, повторюсь же, операторская от Verizon. И, в принципе, все работает, все устраивает. Можно полностью русифицировать, но, в принципе, меня устраивает и английская версия. Как-то вот так. Дополню это видео по поводу съемки видео на S21 Plus. В общем, посмотрев сейчас все видосы на мониторе, у меня 3К монитор 3440 на 1440, пришел к выводу, что самая оптимальная видеосъемка это 4К 60 кадров в секунду, как на основную камеру, так и на себяшкинскую камеру. Картинка прям очень даже хорошая. Full HD, на мой взгляд, снимает на порядок хуже, что при 60 кадрах, что при 30 кадрах. Кадры рвет по какой-то мне непонятной причине, хотя, по идее, железо не должно вообще напрягаться. Видимо, алгоритмы работают вот таким образом. Поэтому вот как-то так. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, а также на мой канал в Дзене, где публикую все новости о новинках в мире гаджетов и смартфонов раньше, чем другие.